И Мгм. общий тор энергетический, и каждая чакра имеет свой тор, и все равноценно, равноправно и сбалансировано и гармонично, но выделяются вот эти нижние, да, вот этот нижний тор, могущественный просто. Это символизирует Творцов. Вот она нежная такая идет Мгм. и говорит, что она положила палец свой, говорит, что они перст. Ну, в этой шеренге и остальные боги были, да? Мы тоже Ну там вот были. ты там, да. Мгм. Вот мы все там есть. Вот это у нас есть, я слышу по-украински, когорта, что обозначает это как такой союз, Союз. Мгм. да. И какое-то значение именно вот эти пальцы имеют. А, Персты. Мгм. Персты. Она говорит, что мы положили свои персты. Я вижу ее 3 божественные сияющие персты. Вот 3. Почему 3? Сейчас я Остальные пальцы. посмотрю. Мгм. А остальные? А я слышу взаимодействие. Они духовные, у них много пальцев. У нее много. Это там нет пальцев вообще никаких. Это Мгм. символизирует просто как перенос на человеческий, физический план, чтобы это понять. А когда я смотрю, а у нее там миллион пальцев. Мгм. А почему 3 тогда? Сейчас я слышу дух, тело и вот эта искра. Сейчас, подожди. Потому что она сразу идет в разнос, в разные стороны. Сейчас Мгм. я как-то уменьшу масштаб. Мгм. Я ее спрашиваю, почему 3? Она говорит, вот так показывает. Дух. Я ей говорю, чтобы не так быстро. Она говорит, дух, сознание. Тело. И показывает так вниз, и оно чернеет. И говорит, человеческое тело. И я вижу, как человеческое тело, оно как будто в этом эгрегоре вот так крутится. О, вот тебе на, вот тебе на, вот эта тарелочка, крутилочка, вызывание духов. Это они же ничего собственного придумать не могут, они только дублировать могут то, что уже сотворено первотворцом. Мгм. Я вижу вот этом в эгрегоре этот Адамо, вот это человеческое тело, это передача данных. Вот он там крутится, передача данных. Э, И там вот этот робот, передача данных, передача данных. Вот дальше я спрашиваю, какой контракт она заключила Хм. с Виктория, Люцифером. а вопрос этот Адамо, этот Андриан тоже был в этой шеренге когорте? Нет, он... Мгм. Сейчас я посмотрю. А, Он был внизу в тот момент. Я слышу, что он был захвачен Люцифером. Мгм. Но у него, я хочу посмотреть, его высшее я. Мгм. О, там все очень тяжело. Там вот эта его ответственность кармическая перед всем человечеством, его уличают в этом, его буквально вот эти черные энергии вот пошатнули и стягивают его высшее я. Я слышу, идет ко дну.
это стягивают эти энергии его то есть идет на уничтожение его душа и, ну, как целостная структура, высшее я, оно все сейчас под огромной угрозой. Мгм. Так как я слышу, ну, снова, что а, его пьедестал пошатнулся и вот так уходит. В то время как те, кто стремится к свету, у них, я слышу, плотная энергосфера, и они стоят на пьедестале истины в очень высоких пространствах, где сияющий свет. Мгм. А она, Зульфия, говорит, что она отдала свою искру жизни. Я спросила, ради чего, зачем ей это нужно. И Мгм. она показывает, чтобы вот эту петлю, эта стрелочка-петля, которая держит этого Адаму, она вот так показывает, как эта петля разрывается, потому что она вот так обвела по талии этого Творца. И она здесь разрывается и уходит. Она говорит ради освобождения родов человеческих. Она о многих родах говорит. Мгм. Там, где запутала, я подумала, почему много родов. А она говорит, что показывает буквально, как будто огромная паутина, где запуталось много божественных душ, творцов. То есть они М. пошли на воплощение для того, чтобы сотворить. Это по конам Всесвіту. Каждый творец должен первым испытать акт своего творения. И вот они своей частью, вот мы все, да, пошли на воплощение для того, чтобы сотворить физический мир. Мгм. И воплощаемся дальше и дальше в своих поколениях. И каждое поколение несет информацию о своем первичном Творце и о Первотворце всех Творцов. Мгм. Я слышу разорвать уязвимое звено. Это ее миссия. Связано с Андреем, вот, то есть с Адамо? Это связано с передачей программ смерти, блуждания. Он, да, он считывается вот как нерв, да, какой-то, Мгм. который передает импульс, информацию, а ей нужно разорвать эту петлю, Мгм. чтобы прекратить передачу информации негативной по ее, я слышу, стволам, родовым стволам. Спроси у Зульфии, каким образом она хочет разорвать это уязвимое звено? Она говорит, мы пришли по очереди. Мгм. И говорит, мой финал. Её очередь. Да, она как заключительное звено. Хм. Заключительное звено разрывать этот связь Ну, с смотри, антимиром. все вот творцы, смотри, последнее Мгм. время, это же неспроста
Мои сеансы выдерживают же не все. Выдерживают только те, кто осознанно работает над собой, осознает свою ответственность, распознает и чувствует в себе эту силу, волю, творческий потенциал, осознает, что он ответственный за это все. И смотри, творцы ходят по кругу. Они заказывают и заказывают сеансы, почти одни и те же люди, да? Да. Почему? Ну, потому что первый контракт – это контракт на расторжение. То есть первый сеанс – это на расторжение контракта с антимиром. Но если человек и дальше в этой теме, каждый, кто приходит, свою часть работы выполняет, все смотрят, принимают это тоже на свой счет, и прорабатывается в их пространстве тоже эта же тема. Потом назревают собственные аспекты, и вот приходит очередь, и уже совершенно другая тема. Мгм. И она показывает вот на себя и говорит: я финал. Говорит, я финал расторжения контрактов с Люцифером. И это показывает именно на это слабое звено, что мешает человеческим душам обрести, стать творцами, обрести статус сыновей Бога, то есть сыновей Творца, и стать Творцом, потому что котят рожает кошка, а творцов рожает Творец. Творец. То есть, и Мгм. когда мы возвращаем свое естество, мы Мгм. становимся детьми Творца или творцами, скажем так. И она говорит, ну вот смотрю и слышу, Адамо. Мгм. Снова говорит, мой финал. Так, а какое она имеет почему Адамон именно, почему она имеет эту ответственность или может разорвать это звено? То есть это получается, что она была в Она создании говорит, этого что звена? она решила, говорит, стать, она дочерью Адама. Вот почему. Смотри, отец не хочет освободить своих детей. Он Мгм. пришел, начал расторгать свои контракты, и это он должен был сейчас прийти, или еще 2 года назад, проработать до конца, чтобы осознать, потому что одним махом нельзя все поотменять. Нужно понять, как эта структура работает, как этот узел завязан, чтобы его вот так развязать. Но его дети по конам справедливости не согласны с решением своего отца, который пошел по демоническому пути. И по конам Вселенной нас никто не спрашивал, например, да, почему мы должны умирать из-за того, что отец решил. Это его решение, да. Мгм. И поэтому я так и слышу, кон справедливости. То есть сейчас должна проявиться воля. И я вижу, как она идет на воплощение и проникает сквозь, идет вот, сквозь эту петлю и выходит, образно говоря, из чресел ее отца, этого Адамо. Мгм. Я так и слышу, воплощается, и она воплощается, я слышу, рабыней. Мгм. Ну, у неё, наверно, много детей было. У Адама, ну, Мгм. естественно, много. За 900 лет сколько он там их наклепал. Мгм. Так. А почему Зульфия имеет ключевое значение в разрыве этого звена?
раз она одна из многих его детей? Или это каждое дитё дано? Как бы ее опыт. Я понял. Ее опыт, и я слышу, что там находится начало рас человеческих. Я так предполагаю, что раса была одна, но потом каким-то образом начали, ну вот это я вижу, слышу эксперименты, вот эту пробирку в Мгм. секторе магии, начали Генетические смешения. генетические смешения, плюс негативные роботизированные программы и так дальше. Мгм. И она говорит: "Я родилась у своей матери". Мгм. Давай посмотрим этот момент, когда она родилась. Ой, как интересно! Она буквально отпучковалась от этой, ангельской сияющей большой души. Вот так отпучковалась, вот так раз, такой маленький шарик, и пошел сквозь эту петлю, сквозь чресло Адама, а Адаму плохо стало. Слишком светлая. Да. Ну, и тут раз она родилась, говорит, дочерью у своей матери. Мгм. И когда она родилась, рабыней я слышу. И ее берут, ее почему-то привязали. Я вижу, бьют, как кнутом. Ей рот завязали вот так. Вот так рот завязали. Мгм. Такую ткань какую-то. И бьют плетью. И я слышу, что она хочет уйти от наказания, и в этот момент подписывается контракт. Давай посмотрим этот контракт, на что Я пошла слышу жертва. контракт на физическое воплощение. Я слышу вынести все испытания, доказать правоту. Вот, света Первотворца. И снова они выступили. Она говорит, мы выступили стеной, Мгм. и они одновременно вот так как бы лицом, их лица, ну, наши лица, да, повернуты к Первотворцу, а другое лицо вот так как-то сзади смотрит вот туда. Ну, потому что Назад. там нет физического человеческого тела, как мы себе представляем. Направление внимания. Мгм. Да, направление внимания вот туда. И я вижу, что множество рук, которые, эм, как круг такой большой появился. И руки человеческие, ну, у этих, кто богов, которые пошли на воплощение, вот так стали, я слышу, основой созидания. И они родились такими большими людьми. Мгм. Они побольше, чем другие. Они Больше намного 7 больше. метров. Мгм. Они большие стали. Они великаны. И они огромные. А в эфирном пространстве они летают, ходят. У них, когда они идут по земле, а в эфирном пространстве, как летают, они с крыльями и сияют, их видят люди. Мгм. Но там есть какой-то контракт.
Вот эта программа рабства, которую я увидела, что ее как будто бы привязали, кляп в рот. Я слышу принять условия рабства. Мгм. Что это значит? Что за условия рабства? Вижу планета Земля, вот в секторе магии, вот это Урания, помнишь? И у нее Мгм. какой-то странный предмет в виде какого-то астролябия, да? Конструкция это. Мгм. Какая-то конструкция. И я вижу, проявляется вот эта Земля. Мгм. Она как-то называется по-другому. То ли Дея. Дея. Ну да. А, оно я под Дея — это по-украински дія, это движение, акт. Вот это такой смысл какой-то. То есть она приводящая в движение. Мгм. Так. Очень важная планета, но вокруг нее образовались такой вот эта конструкция металлическая. Мгм. Как в уране, да? Да, И что обозначает эта конструкция? рабство. М. Робот, роботизированное сознание, матрица, матрица смерти, угроза. Это символизирует порабощение нашей планеты, порабощение всего этого пространства и человеческих рас. Мгм. И это смысл, я слышу, это смысл. Это миссия, с которой мы все пришли, растворить эту конструкцию. И я вижу освободить планету, потому что эта вот рабская штука, она же где находится? Даже на картинке у Урания она возле левой ноги, которая показывает по ментальной карте, какое это имеет отношение. Это как раз и есть та конструкция магического, да, то есть замагичено пространство этими роботизирующими программами. Мгм. Понятно. Так, хорошо, давай посмотрим контракт. Приняла условия рабства. Что это обозначает? Она стала человеческим детенышем. Мгм. Буквально это физическое тело, а на нее вот так вот хлап, хлап, как будто бы такие какие-то шнуры, не шнуры, а такие металлические штуки. Чух, чух, чух. А, Мгм. Программа. Заковали сознание. Мгм. То есть вот это физическое несовершенное тело заковало, как в кайданы, как эти, как рыцарские доспехи, да? Мгм. Ой, скорее всего, это как раз и символ, потому что в рыцарских доспехах, в этих железных штуках никто бы и не мог воевать. Но это символизирует как раз грешное человеческое тело, которое взяло верх, заковало чистое божественное сознание. Мгм. Так, хорошо. Что еще в контракте? Давай посмотрим. И в этот момент я вижу, появилась какая-то такая вот... а, Так, что это такое? Мгм.
Что это за программа? Что это А, за? Сейчас, кому она принадлежит и что это означает? Угу. Давай разберем ее. Какова это суть этой программы? Так, и почему она... Я слышу, эти программы говорят, мы дадим вам этого сделать. Мы уличаем вас, говорит, во лжи. И эти программы говорят, она не любит Творца, она не любит свет. И такое покрывальце снимают. А я говорю, ну-ну, и смотрю так. А это роботы такие, эти серые. Это слуги такие, Угу. рабы. И они показывают, я говорю, чтобы они показали. И они показывают такая книга большая. А книга как в металлических таких пластинах, а сверху верхняя страница имеет это такое, Шрифт. как половина шара Ага. посредине, вот квадрат, Выпуклый, да? выпуклость Угу. такая. А изнутри эта книга вся и прямо рвется наружу, и вот так ее как распирает. И я вижу, как эти страницы вот так раскрываются и перелистываются, как будто бы ветер дует, Угу. сияющие страницы. И там зерно, вот это зерно сознания, искра жизни, Зульфие, ее решение. Я слышу отдать себя, вот это, как отдать себя на потолу. На потолу это как бы на На уничтожение, растерзание. Угу. да. И я передаю Зульфие, что ее рациональная часть хочет отказаться от контракта. А что она дает взамен? То есть какой смысл? Что она говорила с этим Люцифером? Какой был Угу. вообще, в чем заключался контракт? Да. Я слышу, что она принимает семя змея. И вот это то, что она говорила, вот мне больно, вот это. То есть горькое осознание своей личной причастности к содеянному. Вот оно что, вот почему людям так легко принимать ложь, идти на поводу этих эзотериков, лгунов, чем потому что это семя змея, оно прячет личную ответственность, и это там очень горько и больно. Угу. И я вижу, как Зульфия, вот имени ее пока не слышу. Она говорит, не имеет Угу. значения, какое имя. Угу. Вот. И она говорит вот так, мы творцы, то есть мы работаем ради одной истины, ради одной миссии. И она вот так берет вот эту черную штучку и говорит, эту семя черное, что она уличает Люцифера, говорит, змея во лжи. И вижу, как вокруг земли такой огромный черный змей, он начинает его, как будто бы хвост утягивается вниз, и земля очищается, этот змей уходит. Угу. И она вот так берет пальцами, вот оно что,
Она своими пальцами берет это свое семечко, божественный, я слышу, идеал. То есть эту идея, идеальное сознание. И вдруг произошел такой, как взрыв, и это все от нее отпало. И я вижу, что этой черной штучки уже нет. И она берет вот так эту книгу, переворачивает, как эти главные страницы твердые, друг с другом, да, с этой Мгм. выпуклостью. Эта книга не могла спрятать истину, поэтому вот это она обошла этот шар внутренний. Вот оно что означает. И эту, ну, я слышу по-украински политурка. То есть украинский язык очень четко передает истинное значение. А, Вот оно все уходит, а вот эти страницы сияющие, они становятся вот так шаром. Мгм. Связи. И в этот момент я вижу та дорожка, М. по которой она шла сквозь этого Адама, сквозь эту петлю. Мгм. Вот так она обратно выходит. И я вижу, как она разрывает эти пута, открывает рот. Она Мгм. говорит: "Мое согласие уличено, разоблачено, увидено". Вот это, что она ходила там, искала. Мгм. Я передаю, чтобы она расторгла все контракты и соглашения с Люцифером, с Антимиром, со всеми демоническими структурами, эгрегорами, приказывала им всем убирать все их воздействия. И этому Адаму, этой программе, Люциферу, который создал это все, тоже пусть забирает. Мгм. И Пусть кармы истинные, мгм, забирает. истинным виновником кармы. Да, а вот вижу, что высшее я, Адамо, оно вот так как-то пошаталось и вот так встало. Мгм. Может, он тоже расторгнет свой контракт. Она говорит, что она вышла из матрицы смерти и вот так сняла с себя, как кожуру верхнюю, и вот так пожмякала, и таким огромным камнем, как кинет туда в антимир. Мгм. Хорошо. Очищаем пространство. Слетает, да, Мгм. слетает. И я ей передаю, чтобы она очистила весь ее род, Мгм. чтобы она вернула своему роду чистоту, гармонию, процветание, вечную жизнь, бесконечную жизнь. Мгм. Там еще нужно найти это правильное слово, оно спрятано. Какая это жизнь? Жизнь, просто жизнь. Да. Процветание. Пусть Зульфия передаст эту информацию всей шеренге нашей, чтобы все расторгали эти контракты. Я вижу, она взяла вот так маму, вот так, знаешь, как За шкирку. за шкирку и говорит: "Я твоя мама". Мгм. Вот. То есть этот, внутренний конфликт уходит, Мгм. а мама встает и тоже улетает, то есть, очищает ее пространство, и эти программы материнские уже не имеют смысла. Я передаю Зульфие, чтобы она расторгла во всех воплощениях, временах, во всех циклах и забрала свою энергию, негативную, позитивную, любую,
и починила ее пространство, и я вижу, как этот глаз Люцифера, где была ее энергия в сетчатке, он схватился за этот черный глаз, потому что энергия, и начал его глаз вот так внутрь, как бы поедать сам себя, а она свою энергию забрала. Я передаю, чтобы Зульфия закрыла ее пространство, запретила просматривать ее эфирное пространство чужеродным энергиям, отдала карму за любое воздействие, агрессию, ложь, насилие во всех воплощениях. И пусть очистит ее семью, бизнес, передает информацию своему роду, мужу. Так. Пусть она зайдет, Виктория, в тот событие, когда она подвернула лодыжку в детстве. Пусть изменит эту ситуацию, откажется падать. А она говорит, нет причин. Причина ушла, этой ситуации нет в эфирном пространстве. Далее, в 5 лет машина перевернулась, когда эта ситуация, посмотри, осталась. Снова нет причин. Так. 8-10 месяцев у ее дочери кишечная инфекция случилась. Что такое еще осталось в эфирном плане? Она говорит, что передала ей инфекцию. Я вижу, что от сектора интерферентов я ей передаю, что она расторгла все контракты и пусть очистит свое физическое тело, свое эфирное тело от присутствия любых паразитов, пусть наполняется светом во всех воплощениях и в самом первом истинностью, любовью, гармонией, здоровьем и жизнью и передает всему ее роду абсолютную чистоту, гармонию, процветание, здоровье. Я слышу, возрождает свой божественный род. Хорошо. Так, ситуация, где в институте какой-то парень, который ее преследовал, наговорил какой-то лжи ее родственникам. Что она хочет сделать с этой ситуацией, Зульфия? Отдать ему, я вижу, как энергия, как ляпас такой по морде. Пусть отдает ему Черный карму, к энергию эту. нему возвращается. Так, хорошо. Так, Зульфия говорит, что у нее потеет лицо, как у отца и сестры. Остались ли причины? Я не знаю, слышу только чужое лицо. Я ей передаю, чтобы она вернула свое идеальное эфирное ДНК, восстановила физическое тело, гармонию и здоровье своему физическому телу, передала своему отцу. Да, это наследственность. Я слышу генетическая наследственность. Чтобы я передаю, чтобы Зульфия исправила своим сознанием, своей волей. Вижу, как это лицо с такими каплями уходит. Я ей передаю, чтобы она вернула из всех пространств, времен, ее личную гармонию, чистоту и красоту, и правильную работу своего физического тела, своего лица. Пусть она вернет свое истинное лицо. Пусть приведет в гармонию соответствие ее истинным эфирным ДНК, данным Первотворцом жизни. Исправить
все эти неполадки, то есть все дисгармоники уберет со всех органов желудка, детородных, молочных желез. Пусть полностью очистит и гармонизирует в соответствии с эфирным ДНК. Да, пусть она все это очистит, вернет все ее, как оно должно быть на самом деле, согласно ее желаниям быть чистой. И мы зайдем в тот момент, когда это все произойдет. На счет 3. 1, 2, 3. Ну, я уже пропадаю. Ну, Угу. уже устала, наверное. Угу. Вижу только так чуть-чуть. Хорошо, Виктория. Очищаем. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Поднимайся максимально вверх. Все замороженные ситуации тоже отправляй на аннигиляцию. Мгм. Посмотри сейчас на Зульфию, как она выглядит. А сейчас я вижу снова ее вот там, где высшее я, в секторе миссии. Угу. И я вижу, что это еще, ну, она говорит, что мы все еще связаны друг с другом. То есть еще процесс идет одобрения добра. Угу. Это проявление воли и выбор еще идет. Угу. Хорошо, Виктория, спроси у Зульфии, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Угу. Хорошо. Ну, тогда благодарим Зульфию. Мгм. Я выше я. Прощаемся с ней. Да. Угу. Хорошо, Виктория. Проверяй твою... Еще раз отсоединись от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство. Мгм. Закрываем порталы, наполняемся энергией любви, жизни и гармонии. Да. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Как интересно. А вот на прошлом сеансе вот это было магнит, центр притяжения, и то, что ангелы всей толпы, ну, как стеной, летели на землю для Угу. спасения человечества. Вот в прошлом сеансе тоже это было. Ага. А Проявилось. маму мою действительно называли Алёша. Не знаю почему, вот все вокруг. Угу. Вот поэтому вам, видите, пришло. Мгм. Ясно. А я так хотела, вот знаете, как на прошлом сеансе вы сказали, вот эталон, как бы идеальный эталон чистоты. Я взяла дом, и вот раз так вот взяла от первого Творца жизни и внедрила его, и дом очистился. И вот такое желание, чтобы вот так же очистить все остальное. Так вот раз, одним махом. Так и будет. Да, главное себя, и все потянется. Хороший пример заразителен. Так что все будет хорошо. И я сейчас вот почувствовала, когда вы говорили, Виктория, что вот металлический каркас, ну, вокруг Мгм. планеты, и вот что он... Я так смотрю, у меня прямо как будто начал исчезать аж. Мгм. Практически так, на глазах. Да. Здорово. Мгм. Ну, видимо, ключевые моменты вот все. Прям все происходит по плану. Да, спасибо вам большое. И тебе спасибо, Дарите, Зульфия. дарите людям надежду. Самое главное. Можем ли мы опубликовать этот сеанс? А давайте я пересмотрю его, а потом. Вот я в прошлый раз опубликовала, но попросила лицо закрыть. Вообще думаю, что правильно тогда я это сделала. Я почувствовала, что так лучше. Ну, а сейчас вот посмотрю, можно ли. Хорошо, Зульфия. Тогда Я, напишешь мне. Мгм. я вот понимаю, что сеанс нужен для других людей. Я вот это понимаю.
Поэтому, Конечно. наверное, как бы, да, в этом есть необходимость, потому что я же тоже смотрю сеансы других людей. То есть это важно. Мгм. Осознанность — великая вещь. Ну, потому что, да, здесь такие глобальные процессы, которые касаются всех, Да, да. да. Мы не публикуем сеансы, где люди разбирают какие-то свои очень личные дела, расследования. Вот были такие секретные расследования, которые вообще нельзя там публиковать. Но такие глобальные, Нам особо такого нечего Согласна. уже скрывать. Это все и так Да, в согласна. эфирном пространстве. да. Благодарим вас, Зульфия, за вашу Спасибо. чистоту, красоту, за вашу Спасибо работу, вам. Да, спасибо вам огромное. истинность. Сил вам, терпения вам. С вашей поддержкой Мгм. прорвемся. Спасибо. Пока. Всего доброго. До Пока-пока. свидания. До свидания.